Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня буду украшать торт цветами. Тортик бисквитный с двумя прослойками из мусса. Один мусс клубничный, а второй смородиновый. Диаметр торта 22 сантиметра, высота примерно 10 сантиметров. На такой торт мне понадобилось белково-заварного крема, сваренного на 6 белков. В крем для обтяжки торта я добавила 1 каплю красителя виноградного цвета фирмы Топ-Продукт. И для изготовления цветов буду также использовать этот краситель более темных оттенков. Подложку взяла диаметром 36 сантиметров. И сам тортик сместила немного к краю, для того, чтобы перед тортом сделать поздравительную надпись. Угол 90 градусов можно сильно не выравнивать, так как он будет задекорирован шоколадом и кремовыми цветами. Для того, чтобы сделать шоколадные подтеки, буду использовать шоколадные дропсы белого цвета. На глаз я взяла горсть дропсов белого шоколада и добавила в них пару ложек сливок 33%. Растопила их в микроволновой печи и добавила вот еще ложечку белково-заварного крема. Так шоколад станет более светлого оттенка и будет хорошо распределяться по боковой поверхности торта. Дополнительно эту смесь можно окрасить диоксидом титана, и тогда она станет белоснежной. Чтобы масса стала более жидкой, прогреваю ее секунд 10 еще в микроволновке. Я буду наносить подтеки при помощи кондитерского мешка, и для этого мне нужно шоколад поместить в мешочек. Уголок срезала примерно на 2 мм и начинаю наносить шоколад на боковую часть торта. Основными цветами на торте будут розы. Делать буду их насадкой номер 127 на выходе 2 сантиметра. И насадку немножко с ее широкого края я поджимала плоскогубцами. Под цветочек на гвоздике делаю кремовую основу. Далее круговыми движениями поднимаю ее все выше и выше. Можно провернуть насадку 2-3 раза. И вокруг получившегося закрытого бутона отсаживаю 3 лепестка. Лепестки идут внахлёст друг к другу. Тонкий край насадки отвожу слегка в сторону, чтобы лепестки не слипались между собой. Далее второй ряд лепестков я постараюсь сделать 5 штук. И так далее. С каждым рядом добавляю еще 2 дополнительных лепестка. Несмотря на то, что многие считают розы банальными и скучными цветами, я считаю, что ими невозможно испортить торт. Они будут смотреться достойно на любом торте. Белково-заварной крем окрашивала красителем Топ-Продукт цвет виноградный. И еще хочу вот добавить рядочек листьев, который будет по самому низу располагаться. Их я сделаю в другую сторону, и они будут немножко волнистыми. У розочки можно также каждый лепесточек потрогать шпажкой, чтобы лепестки стали более натуральными. Готовый цветочек переношу на торт. Розы сделаю разных оттенков и отсажу их на торте по кругу.
И немножко раздвину цветочки, чтобы расстояние между ними было примерно одинаковое. Так как цветочков на самом торте получилось четное количество, добавлю еще несколько штук на подложку, чтобы их количество стало нечетным. И далее на торт можно добавлять более мелкие цветы. Они разбавят композицию из роз, и тортик станет более интересным. Цветочки буду делать фантазийные. Для них мне понадобится насадка с отверстием на выходе 5 мм. И этой насадкой для цветов буду делать основу. Белково-заварной крем отсаживаю по спирали, постепенно поднимая его все выше и выше. Сформировалась небольшая воронка. Теперь возьму насадку в виде галочки. Номера у меня на этой насадке нет. Такой насадочкой иногда еще делают листья цветам. Я ее немножко по центру поджала, чтобы лепестки были более тонкими. И начинаю их отсаживать. Цветочек будет состоять из 5 лепестков. Начиная от центра, постепенно поднимаю кверху небольшой лепесток. Стараюсь все лепестки сделать одинакового размера, и чтобы расстояние между ними было одинаковое. Вот такой получается цветочек. Каждый лепесток по центру имеет бороздку. Теперь я его немножко затонирую при помощи порошкового красителя сиреневого цвета. И по центру сделаю небольшую кремовую капельку. Насадку использовала с отверстием на выходе 2 мм. Очень нежный цветочек получается, и можно переносить его на торт. Устанавливаю такие цветочки в промежутках между розочками. Их можно сделать разного оттенка, более темного, либо более светлого. Для переноса этих цветов на торт использовала ножницы разного размера. Большие мне показались очень неудобными, поэтому я впоследствии стала использовать ножнички очень маленькие, которые позволяют более аккуратно захватывать цветы и устанавливать их в том месте, где я задумала. Для листьев использовать буду стандартную насадку среднего размера. Белково-заварной крем окрашивала цветом нефрит фирмы Топ Продукт. И сами листья буду добавлять только в тех местах, где у меня просматриваются какие-либо недостатки из-под цветов. Тортик сегодня в холодной цветовой гамме смотрится, я бы сказала, немножко по-зимнему, но в то же время он довольно-таки получается нарядный. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал и не забывай про колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.
Далее насадку на зеленом креме я поменяла на более мелкую и буду дополнительно делать листочки по шоколадным подтекам, а также между ними. Это торту придаст уникальности. Чтобы оживить розочки, самые темные я немного затонирую сиреневым порошковым красителем, а также буду использовать краситель голубого цвета. Когда сиреневый смешивается с голубым, получается более насыщенный фиолетовый оттенок. И цветы, припыленные порошковыми красителями, несомненно смотрятся более естественно. Тортик у меня должен был еще быть присыпан мелкими белыми бусинами. Ну, я вот не досмотрела, и оказалось, что я их уже израсходовала. Поэтому белые бусины я заменю небольшими кремовыми капельками. Отсаживать их буду насадкой с отверстием на выходе 2 мм и в абсолютно произвольном хаотичном порядке. Кремовые бусины также имеют преимущество над сахарными тем, что они не твердые, а смотрятся также очень красиво. Ближе к цветам отсаживаю бусин побольше, а в центре торта бусин не буду делать вообще. Можно кое-где добавить бусинки на листья, а также лепестки цветов. Ну и можно на тортик добавить поздравительную надпись. Надпись всегда я делаю насадкой с отверстием 1 мм. В остатки виноградного крема добавила еще немного красителя, чтобы крем стал более темным и смотрелся на белой подложке контрастно. Когда прописываю надпись, правую руку обязательно поддерживаю левой рукой. Это поможет правой руке более уверенно прописывать буквы. И все буквы прорисовываю, ориентируясь на край подложки. Хочется мне отдельно поблагодарить всех моих подписчиков, которые ставят лайки, пишут теплые комментарии, а также слова поддержки. Мне очень приятно, что мой канал вам нравится, ведь я, мои дорогие, стараюсь для вас. Работу с тортиком я заканчиваю. И, как всегда, смотрим на окончательный результат. Всем пока-пока, до новых встреч, увидимся в новом видео.